что такое здоровье? После просмотра этого выпуска вы обязательно сможете ответить на этот вопрос, и вам многое станет понятно. Здоровье – это понятие большое, объемное. Мы все постоянно слышим и говорим о здоровье. Этот вопрос на повестке дня у многих. Но что это такое и как это самое здоровье измерить? Какие понятия здоровья были в разные времена? Что мы знаем об этом понятии сейчас? Что говорит об этом Всемирная организация здравоохранения? Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Здоровье – это главная ценность жизни, которая занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. И это достаточно легко объяснимо. Если нет здоровья, то и все остальное не в радости не имеет большого смысла. Здоровье – одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития и один из важнейших компонентов человеческого счастья. Реализация нравственно-духовного, интеллектуального, репродуктивного и физического потенциала возможна только в здоровом обществе. Еще в начале 40-х годов прошлого столетия понятию здоровья дали следующее определение. Здоровым может считаться тот человек, который хорошо адаптирован к окружающей его социальной и физической среде, а также отличается гармоническим развитием. Здоровье не может означать простое отсутствие болезней. Это нечто положительное, это охотное и жизнерадостное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека. Основоположник валеологии Израиль Ицхович Брехман, 1966 год, рассматривал здоровье человека как способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербальной и структурной информации. В 1985 году Всемирная организация здравоохранения приняла концепцию здоровья для всех к 2000 году, которая определила тактику и стратегию всех развитых стран по созданию условий для развития и обеспечения здоровья населения. Здоровье – это состояние полного духовного, социального и физического благополучия, а не только отсутствие каких-либо физических дефектов или болезней. По мнению ведущих российских ученых, это определение не совсем корректно. Например, Щедрина Анна Григорьевна, доктор медицинских наук, профессор, доцент кафедры восстановительной медицины с курсами физиотерапии. Курортология и лечебной физкультуры предлагает такую формулировку. Здоровье – это целостное многомерное динамическое состояние, включая его позитивные и негативные показатели, которое развивается в условиях конкретной социальной и экологической среды и позволяет человеку осуществлять его биологические и социальные функции. Анализируя формулировки этого видного медицинского деятеля, можно отметить, что первая из них рассматривает здоровье в статике как нечто данное от природы, то есть здоровье или есть, или его попросту нет. Второе определение представляет здоровье в динамике и показывает, что здоровье формируется непосредственно по мере развития самого организма. Более того, в определении делается акцент на том, что здоровье запрограммировано генетически. А вот реализуется ли эта программа, уже зависит от конкретных социальных и биологических факторов, иными словами, от воспитания и окружающей биологической среды, под влиянием которых будет развиваться и жить человек. Очевидно, что речь здесь идет о том, что здоровье хотя имеет врожденные предпосылки, положительные или отрицательные, но формируется все-таки в течение достаточно длительного онтогенеза, начиная свой путь с момента оплодотворения яйцеклетки, зачатия. Современная концепция такого понятия, как здоровье, позволяет выделить основные составляющие – психологическую, физическую и, конечно же, поведенческую. Рассмотрим эти составляющие по отдельности. Психологическая составляющая – это состояние сферы психики, которое определяется мыслительными, нравственно-духовными и мотивационно-эмоциональными компонентами. Основой этого состояния является эмоционально-когнитивный комфорт, обеспечивающий адекватное поведение человека и умственную работоспособность. Такое состояние обусловлено как социальными, так и биологическими потребностями, а также возможностями непосредственного удовлетворения этих потребностей. Физическая составляющая включает уровень развития органов и систем организма, а также их роста, плюс ко всему текущее состояние их функционирования. Основой этого процесса являются морфологические и функциональные преобразования и резервы, которые в свою очередь обеспечивают физическую работоспособность и адекватную адаптацию человека к внешним условиям. Третья составляющая, поведенческая, это внешнее проявление состояния человека. Оно выражается в умении общаться и, конечно же, степени адекватности поведения. Основу его составляют жизненные позиции человека, пассивная,
Активное или агрессивное, а также межличностные отношения, которые как раз и определяют адекватность взаимодействия с внешней средой, социальной и биологической, и еще способность эффективно трудиться. Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к здоровью молодежи, поэтому для молодых людей главное – быть здоровыми. Индивидуальное здоровье – это здоровье отдельного человека. Его оценивают по наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию, персональному самочувствию и так далее. Факторов достаточно много. Также стоит выделить групповое здоровье. Это уже здоровье отдельных сообществ людей, профессиональных, возрастных и тому подобное. Но есть еще и здоровье населения, которое оценивается в здоровье людей, живущих на определенной территории. Тут есть и отдельные сложности. Наиболее трудно, к примеру, определить общественное здоровье. Оно отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит само общество, но при этом не является суммой здоровья этих самых индивидуумов. Даже Всемирная организация здравоохранения до сих пор не смогла предложить емкого и, самое главное, краткого определения общественного здоровья. Общественное здоровье – это такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, которое не стеснено психическими и физическими заболеваниями, иными словами, это то, без чего общество просто не может создавать духовные и материальные ценности, а это и есть настоящее богатство общества. Отдельно стоит отметить и такое понятие, как потенциал общественного здоровья. Это мера качества и количества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом. А вот, например, индекс общественного здоровья – это соотношение здорового и нездорового образа жизни населения, которое, как мы сами можем постоянно лицезреть, достаточно неравномерно само по себе. То больше, то меньше, и какой-то постоянной величины наше общество до сих пор достичь не в состоянии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают процент валового национального продукта за критерий общественного здоровья, ВНП, который идет на здравоохранение. К нему можно отнести уровень детской смертности, доступность первичной медико-санитарной помощи, среднюю продолжительность предстоящей жизни и аналогичные факторы. К методам изучения здоровья населения относятся социологический, интервьюирование, анкетирование, посемейное комплексное обследование, статистический, экспертный метод и так далее. Как мы с вами можем видеть, понятие здоровья достаточно определенное, его просто нужно соблюдать, несмотря на влияние достаточно большого количества факторов. Будем же это делать. Мы стараемся для вас. Поддержите нас, подпишитесь и поставьте лайк.